Друзья мои, всем здравствуйте! Меня зовут Ирина, вы на канале «Репортажи моей жизни». И сегодняшний репортаж будет со святых мест. Мы с группой едем в город Псков, Псково-Печерский монастырь с заездом на Пушкинские горы, Святогорье и город Изборг на святые источники. Уезжаем мы из города Тверь, везет нас вот такой автобус, принадлежащий футбольному клубу города Тверь. Время 9:30 вечера. Идет посадка. Дорога не близкая, ехать нам 9 часов, и в целом поездка наша займет 2 дня и 2 ночи. Друзья мои, ночь прошла спокойно, у нас раннее утро, без 25 утра. Многие в автобусе еще спят, а я любуюсь пейзажами за окном. Как же хороша наша русская природа! Кто бывает в таких местах, тот знает, что фотографировать и вести видеосъемку разрешено не во всех храмах. На территории это делать можно, а вот в храмах либо это совсем запрещено, либо нужно на фото и видеосъемку взять разрешение благословения у батюшки. Поэтому, друзья, покажу вам только то, что успела и смогла снять. Жаль, конечно, что это всего лишь небольшая часть от увиденного, но я рада, что хоть этим я могу с вами поделиться. Первая наша остановка по маршруту – это поселок Пушкинские горы, но здесь мы только посетим Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь, куда сейчас и входим. Этот монастырь широко известен как место погребения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. С XIX века обитель оказалась неразрывно связана с его именем. Живя в Михайловском в 1824-26 годах, поэт приходил сюда в моменты творческих исканий, на богомолье и на поклон могилам предков, памятью которых он свято дорожил. Монастырь окружен старинной каменной оградой, построенной в конце XVIII века. Обитель издревле входила в ряд самых почитаемых на Руси. Среди многих даров царей и вельмож, хранившихся в монастыре, были пожалованы Иваном Грозным 15-пудовый колокол, прозванный в народе горюном. Сегодня можно увидеть только его осколки. Поднимаемся по древним ступеням на Святую гору, и здесь, у стен древнего Свято-Успенского собора, у его алтаря находится дорогая для каждого русского сердца могила. На памятнике из белого мрамора надпись «Александр Сергеевич Пушкин». Родился в Москве 26 мая 1799 года, скончался в Санкт-Петербурге 29 января 1837 года. На территории монастыря некрополь семьи Пушкина. Здесь погребены Осип Абрамович Ганнибал и Мария Алексеевна Ганнибал, дед и бабушка Пушкина, брат поэта Платон, умерший в младенчестве, а в 1836 году поэт похоронил здесь и мать, и по преданию внес в монастырскую казну 10 рублей серебром за место для себя. Мы покидаем пушкинские места и едем дальше. Я уже собрала саму.
Мы приехали в город Псков и сейчас находимся на берегу реки Великая, около исторических стен города. Уникальные псковские башни. Одна из них Покровская, это вид с внешней стороны и кусочек городской стены. А это уже внутренняя сторона башни, и по одной из легенд из подземелья этой Покровской башни ведут несколько подземных ходов. И говорят, что по одному из них можно добраться до Поганкинских палат, а по другому до Гремячей башни. Правда это или нет, сейчас никто не знает, но об этом есть много преданий, и даже есть один свидетель, который присутствовал при постройке этой башни и мог все это видеть. Но, к сожалению, он нам ничего об этом не расскажет. Почему? Просто этот свидетель – храм Покрова от пролома, а, как известно, такие молчаливые свидетели никогда и никому не открывают своих тайн. Откуда такое название «Церковь Покрова от пролома»? Именно здесь в 1581 году шли самые ожесточенные и судьбоносные сражения псковичей с поляками. И во время осады захватчикам удалось сделать пролом в городской стене рядом с монастырем. Но дальше этого пролома враги не прошли. Помогла Пресвятая Богородица, которая явилась к слепому старцу Дорофею и показала ему то место, где пройдут враги. Штурм длился 2 суток, но псковичам с помощью Богородицы удалось отбить врагов. А Баторий, покидая город, сказал: «Он заколдован, и взять его невозможно». И после этих событий церковь именуется «Церковь Покрова от пролома». Здесь раньше стояла одна церковь, церковь Покрова Богородицы. Но победа псковичей случилась в день Рождества Пресвятой Богородицы. И в 1582 году, в память отбития неприятеля от пролома, к храму была пристроена Рождественская церковь. Точь-в-точь такая же. Церковь Покрова и Рождества Богородицы соединили в одну, между ними поставили классическую псковскую звонницу. В знак памяти о трагических событиях 1581-1582 годов и погибших псковичах в ходе главного приступа города был установлен перед церковью каменный крест на валунном основании. Посетили храм святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Демиана с Примостья. Вот эти 2 чудотворца. Немного архитектуры храма. Друзья, мы приехали в самое сердце Псковской земли, один из самых красивых храмов северо-запада России. Это Свято-Троицкий кафедральный собор, самый главный храм Псковской земли. За многовековую историю Пскова Троицкий храм претерпел много перемен. Ныне существующий собор – это 4-й по счету, поставленный на этом месте. Первый собор был построен в X веке по распоряжению княгини Ольги. Был он деревянным, простоял 180 лет и был уничтожен пожаром. Второй собор был каменный, простоял он 226 лет. На нем обрушился верх собора, и жители разобрали его стены. Третий собор был тоже каменный, построенный мастером Кириллом, простоял 320 лет. К 1682 году храм обветшал, и псковский митрополит Маркел заложил на том же основании 4-й по счету собор во имя Святой Троицы. В 1699 году строительство собора было окончено, и он был освящен. Это и есть поныне существующий Троицкий собор. Высота его 72 метра. А это наш экскурсовод Наташа, милейшая женщина. А сколько она всего знает!
Внутрь храма ведет лестница, состоящая из 33 ступеней. Мы так сделаем с вами. Пройдем, где чудотворные иконы наши. Грандиозный иконостас высотой 42 метра вмещает в себя 7 рядов икон. Это один из самых почитаемых в соборе образов – чудотворная храмовая икона XVI века Святой Живоначальной Троицы с ветхозаветными сюжетами в клеймах. В храме имеются мощи святых князей Давмонта Тимофея Псковского, князя Всеволода Гавриила, мощи святого Николая Салоса, Христа ради юродивого, частицы покрова Богородицы, мощи преподобного Иосафа, игумена Святогорского. Здесь есть икона равноапостольной княгини Ольги, Чирская икона Божией Матери, мироточивая икона святого Пантелеимона и чудотворная икона Божией Матери Псково-Покровская. Друзья мои, все, что смогла снять в храме, все вам показала. Мы отсюда уезжаем в город Изборг на святые источники. И давайте еще немножко полюбуемся красивейшими пейзажами этого благодатного места. Итак, друзья, мы в Изборге, идем по горе Журавьей мимо Изборгской крепости. Экскурсия у нас сюда не запланирована, поэтому мы проходим мимо и любуемся ей со стороны. Жаль, конечно, хотелось бы сюда попасть. Здесь очень интересно, есть на что посмотреть. Крепость была построена в 1330 году и с момента постройки до 15 века выдержала 8 осад. Крепость включает в себя прясло стен, 7 башен и 2 захаба. Площадь крепости составляет 2,4 гектара, протяженность стен 623 метра. А высота их от 7,5 до 10 метров. И средняя толщина стен составляет 4 метра. Уникальным объектом крепости является тайный ход к воде, и идет он от крепостной стены вниз по обрыву. Длина этого хода 40 метров, а глубина 16. А это часовня Корсунской Божьей Матери, но мы, к сожалению, проходим мимо и идем к славянским ключам. Тихая дорожка в тени деревьев и высокого берега убегает все ниже и ниже к небольшому озеру. И спустя какое-то время по левую руку появляются первые водопадики. Ключи представляют собой большие и малые родники, которые бьют прямо с отвесной скалы. Всего родников 12, но иногда насчитывают 15, и интенсивность их всегда разная. У этих ключей есть и второе название – ключи 12 апостолов. Существует легенда, что каждый из ключей обладает магической силой. Один дарит бодрость, другой наделяет мудростью, третий наделяет отвагой, есть даже мертвая вода. Но какой есть какой, неизвестно. И только провидение вас подведет к нужному вам ключу. Ежегодно здесь происходит освящение ключей в Светлую Семидицу в день празднования православной церковью иконы Божьей Матери «Живописный источник». Ключи очень холодные. Температура в любое время года 8 градусов.
Местные поверья утверждают, что пришедшему сюда необходимо испить воды из всех ключей, а также умыться в каждом из них. И тогда в вашей жизни будут в достатке и здоровье, и любовь, и счастье. Все ключи сливаются в одну реку, реку жизни. И, как гласят легенды, по этой реке нужно обязательно пройти босиком. Сватья, идешь? Да, конечно, я не иду, я пробираюсь. Ох, красота. А ты идешь? Река жизни, стекая вниз, образует Городищенское озеро, которое зимой не замерзает. Здесь живет лебединая семья. Озеро неглубокое и максимальная глубина его 5 метров. Лебеди совсем-совсем не боятся людей и живут на озере очень давно. Приезжие туристы так прикормили этих птичек, что теперь они могут выхватить из рук не только корочку хлеба, но и телефон и фотоаппарат. Такой важный идет. Полные необыкновенных впечатлений, с сосудами, наполненными священной водой, радуясь жизни, мы возвращаемся в автобус, оставив в Высборге маленькую частичку своего сердца и мечтая о том, что когда-нибудь снова вернемся сюда. Друзья, мы приехали в Успенский Псково-Печорский монастырь, один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. Основан он был в 1473 году на изъеденной пещерами местности. Войти в монастырь можно через святые ворота, над которыми находится Петровская башня по дороге, ведущей к Успенскому и Покровским храмам. А всего на территории монастыря более 10 храмов. Над входом в Никольскую башню находится икона Божьей Матери Адигитрия. И дальше перед нами открывается целая галерея икон нашей Царицы Небесной. К основному ансамблю монастыря ведет вот эта дорога с большим уклоном. И имеет она название «Кровавый путь». Происхождение этого названия связано с Иваном Грозным, который под этой аркой убил игумена Корнилия. А это коляска императрицы Анны Иоанновны. По одной из версий, проезжая Псков в октябре 1732 года, императрица была вынуждена оставить коляску в монастыре из-за непогоды. Так она здесь и сохранилась до наших дней. Великолепный Успенский пещерный храм – это главный и древнейший соборный храм монастыря, освященный в честь великого праздника Успения Божьей Матери в 1473 году. В данный момент на территории монастыря ведется очень много реставрационных работ. Прогуляемся по территории и полюбуемся великолепными пейзажами и архитектурой монастыря.
Главная колокольня Псково-Печерского монастыря – поистине потрясающее творение. Скопление колоколов здесь превосходит любой другой в России. Колоколов здесь насчитывается 17. 3 больших колокола – это подарки монастырю от царей Ивана Грозного, Бориса Годунова и Петра I. Все 3 больших колокола подвешены на вращающихся осях. В них звонят, раскачивая с помощью специальных шестов, называемых отчепами. Этот древнерусский способ звона XVI-XVII веков сохранился сейчас только в Печерском монастыре. Одной из удивительных особенностей монастыря являются святые пещеры. И они имеют название «пещеры Богом сданные», то есть созданные Богом. Нам предстоит сюда экскурсия, но фотографировать и снимать здесь строго-настрого запрещено. В пещерах очень темно. При входе в них каждому выдают свечку, а фонариком пользоваться разрешено только экскурсоводу. Фотографии сделала с интернета, чтобы хоть как-то вы могли посмотреть на эти пещеры. Пещеры были открыты в год смерти Сергия Радонежского в 1392 году. Как они были найдены, можно поискать в интернете, кому интересно. Это удивительная история. Когда-то в этих пещерах жили монахи, но теперь это монастырское кладбище. Здесь похоронены монахи, воины, родственники Суворова, Кутузова, Пушкина, валаамские старцы. Сохранилось около 400 керамических и каменных надгробных плит XVI – начала XVIII века. Помещены они в отверстиях погребальных ниш. Самая ранняя керамида относится к 1530 году. Насельников монастыря, которые служили Богу в священном сане, обычно погребают в отдельных нишах, а монахов, не облеченных саном, и послушников хоронят на специальном братском кладбище, которое находится в завершении одной из улиц. Гробы здесь не закапывают, а просто складывают один на другой в нишах и гротах. И что удивительно, здесь нет ни малейшего запаха тления. Здесь пахнет свежестью, цветами и ладаном. Тела, захороненные здесь, нетленны. Это место упокоения многих святых, место, пропитанное молитвами сокровенных подвижников, место поистине святое. И сюда приезжают молиться и просить помощи, опускаются на колени, касаясь рукой гроба, просят у старцев заступничества и вразумления, и помощь не заставляет себя ждать. Нам посчастливилось попасть к святому старцу. Это протоиерей Олег Теора, настоятель храма святого благословенного князя Александра Невского. В Пскове его знают все, и даже те, кто не ходит в храм и веры православной не знает. Каждый просящий здесь найдет ответ на свой вопрос и получит благословение. Посетим еще одно место. Это Спассо-Елизаровский монастырь. Территория монастыря огорожена вот таким красивым забором. Основан он был преподобным Ефросином в 1447 году. Здесь жили монахи-подвижники, жили монахи-ученые, жили духовные старцы. Монастырь был местом подвига монашествующих и спасения мирян. Раньше это был мужской монастырь и отличался в древности строжайшим уставом, а монахов монастыря называли железными. В ноябре 1923 года монастырь был закрыт, и на его территории располагались детский спортивный лагерь и жилые дома, а в 2000 году монастырь начал свое возрождение и стал женским. Здесь сохранился собор Свято-Елизаровского монастыря, датируемый XVI веком. На территории очень душевно и очень уютно.
Подходит к концу наша паломническая поездка по Псковщине, и я заканчиваю свой репортаж со святых мест. И в конце немного фотографий, сделанные членами нашей группы. Бывая в таких поездках, всегда думаю о том, сколько же святых и чудодейственных мест на земле, и насколько же благословенна наша русская земля, и сколько же силы она может дать человеку, пришедшему и прикоснувшемуся к святыням. Вот куда нужно ездить, вот откуда нужно брать силу, не только телесную, но и духовную. И если с вами, как вы думаете, происходит что-то не то и не так, начните с себя. Может быть, вы в этой жизни делаете что-то не то и не так, и вам приходится платить по счетам? Обратитесь к Богу, и Он обязательно вас услышит, простит и поможет.